Всем привет, дорогие друзья! Наверняка все те люди, которые хоть немного знакомы с кардистри и карточными фокусами, знают, что такое фаро, то есть фаро шаффл. Для тех, кто не знаком с этой техникой, коротко поясню. Это один из способов идеальной тасовки колоды карт. Выглядит он примерно вот так. Здесь все просто. Делите колоду пополам и делаете врезку карт друг в друга. Кстати, обучение этой крутой технике уже выходило ранее на канале. Но есть еще более невероятный способ идеального и последовательного деления колоды карт без их смешивания. Никаких врезок, никаких тасовок. Вы просто берете карты в руку, сжимаете колоду и получаете идеальное отделение каждой карты от друг друга. И называется эта техника антифаро. Итак, чтобы сделать этот флориш, вам желательно взять колоду помягче. То есть с ней будет намного легче делать антифаро. Так вот, и кстати, вы еще должны уметь делать обычную пружинку. В обычной пружинке вы берете колоду в такой хват. Но в антифаро вы будете брать вот таким хватом. То есть мизинец, безымянный, средний и указательный на верхней грани, а большой он просто вот в углу. И получается, вы должны с этого положения попробовать, просто попрактиковать немного пружинку. То есть именно, чтобы все пальцы были сверху. То есть просто сделать пружинку обычную. Как у вас это более-менее будет получаться, вам нужно взять и в такое положение, и получается левой гранью вам нужно коснуться безымянного и среднего пальца. То есть не вот прям так, а именно положить колоду лицом вниз. И получается вот тут вы коснулись, и она немного приподнимите ее вверх. Далее вам нужно как бы вот таким образом слистывать карты. То есть уже не вот так, как в пружинке, а именно коснуться руки. И получается, вы коснулись, и вам нужно сильно надавливать. И как вы будете пролистывать карты, немного руку вот так с колодой чуть-чуть продвигать вверх. То есть прям очень малую часть. То есть немного продвигать. И получается, вы делаете это движение и немного карты подвигаете, и получается у вас колода, она должна разделиться на две стопки, как фаро. Так, давайте еще раз. Сдавливайте, надавливайте на колоду и слистывайте. И мизинец обязательно у вас должен быть вот тут оттопырен снизу, чтобы карты, они у вас на него как бы опирались, чтобы они не падали. И получается, вы это делаете. И потом вам нужно как бы все в конце карты пролистать и вот так немного отпустить. Когда вы будете делать это движение, именно слистывание, вам нужно именно каждую карту вот так слистывать. Потому что если вы будете слистывать это не очень хорошо, то вы можете, допустим, в центре тут слистать и все. И получается, вначале у вас карты, они
у вас такое фаро не получится. Вам нужно каждую карту вот так хорошо слистывать. И вы должны это делать, то есть в одном темпе, чтобы это было у вас без рывков, то есть на одной волне. И так это у вас будет намного легче получаться, и как бы фаро будет намного идеальней. Вы сделали, и в конце вы просто вот так дальше пролистываете и захватываете колоду вот так крепко, чтобы карты они у вас не, как бы, не соединились вместе. Подравниваете, и у вас получается тут чуть-чуть карты выдвинулись. Поначалу у вас вот такого не будет, у вас будет очень плохо это получаться, потому что вы просто не сможете понять эту силу, с которой вам нужно давить. А потом вы все это будете у вас получаться все лучше и лучше. Потом, как вы сделали антифаро, вы должны просто эти карты половинки разделить. Разделяете. И вот у вас получается фаро. И с этого вы можете уже делать разные флориши, допустим, заменяя это вместо обычного фаро шаффл. То есть это будет намного эффектнее выглядеть, чем просто врезать карты в друг друга. И вот у вас получилось антифаро. Если вам понравилось это видео, то кликайте на лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на эту красную кнопку, чтобы она становилась серой, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. Всем удачи, всем пока!